До Нового года и Рождества осталось совсем чуть-чуть. У кого-то уже есть новогоднее настроение, а у кого-то пальмы, море и острая нехватка снега. А вы знаете, что Малага вошла в 20 самых красивых городов на Рождество, которые нужно посетить, согласно рейтингу European Best Destination? Поэтому я хочу вам показать эту красоту и погрузить вас в сказку. Потому что Малагу в этом году украсили не только центр города, многие улицы, но также впервые и ботанический сад. И также есть световое шоу на Кафедральном соборе. Это просто все необыкновенно. Ну а если вы хотите также узнать новогодние традиции испанцев, то смотрите видео по ссылке вверху, а также оставлю в описании. А также какие новогодние сладости едят испанцы и что такое туррон, тоже оставлю ссылку в описании. Ну что, поехали за новогодним настроением! А начать я хочу с самой красивой улицы Малаги, Кае Лариос, которая сейчас украшает рождественская арка и называется «Сказочный лес». Каждый год в конце ноября зажигают новогодние огни. В 2019 году огни зажигал сам Антонио Бандерас. Он уроженец Малаги, а в этом году огни зажигала ведущая и журналистка Мария Касадо. Она также является директором театра СО, который принадлежит Бандерасу. Хочу вам передать атмосферу, которая происходит на этой улице, когда зажигают огни и включают музыку. А тут должна была быть песня Mariah Carey «All I Want for Christmas is You». Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. Ну вот мы с вами подошли к одной из красивейших улиц к Рождеству. Называется Сан-Хуан. Эти лампочки, люстры, как будто я нахожусь во дворце. Просто потрясающе. Также по всем улицам исторического центра установлены колонки и играет новогодняя музыка. Ну как тут не попасть в сказку? А кто досмотрит видео до конца, тот увидит еще больше танцев, веселья и без новогоднего настроения сегодня не уйдет. Вас, наверное, удивило, что это за странные люди с бубнами. Это мне посчастливилось услышать рождественские песни. На испанском называется villancicos, а эти бубны – это типичный инструмент Малаги и используется на главном празднике Вердиалес. Также можно послушать концерты у подножия Римского театра и арабской крепости Аль-Касаба. Если у нас Новый год и Рождество ассоциируется с ароматным глинтвейном, то у испанцев горячий шоколад и чурросы, жареные пончики. А про это кафе я рассказывала в видео о лучших десертах Малаги. Представляете, на самом юге Испании установили каток с искусственным льдом. Раньше, год-два назад, ставили пластиковый, а в этот раз настоящий. Конечно, он небольшой, но людям нравится. Также при плюс 15 можно покататься на ледяных горках. Железных, конечно же. А вот такой искусственный снег сделал для детей. Нам, конечно, из России этого не понять. Конечно, в Испании есть настоящий снег на севере, но тут на юге он очень редкий гость. И поэтому испанцы создают себе новогоднее настроение так. Или, например, вот так. Кто-то уже наряжается даже своего пса. Как вам наряд?
А вот с этих часов идет обратный отсчет 31 декабря на площади Конституции. Кстати, хочу узнать ваше мнение об испанских елках, об этих железных конусах. Как вам они? Напишите в комментарии. Вот это главная елка на площади Конституции. Конечно же, она вся железная. Но я нашла одну очень красивую искусственную елку на Пласа Майор, где находятся все аутлеты. А в этом отеле Málaga Palace, который расположен прямо рядом с кафедральным собором, есть кафе, которое находится на крыше. И там просто бомбический вид на весь город, на море, на собор, на все достопримечательности. На этой синей елке можно оставить свои пожелания на Новый год. Очень многие просили здоровья, счастья. А также, кто хочет, может пожертвовать деньги нуждающимся семьям. Там вставлен номер телефона, по которому можно перевести. А теперь мы с вами посмотрим самые яркие моменты светового шоу на Кафедральном соборе. А это появились 3 короля мага, или по-нашему волхвы, которые дарят подарки детям с 5 на 6 января. Испанские дети их очень любят. Я, конечно, вам показываю в основном центр города, но поверьте, огромное количество улиц по всему городу украшены очень красочно, все в огнях. Я вижу уже 5-е Рождество в Малаге, и этот год, 2021, самый красивый. Как сказал мэр города, украсили аж 500 улиц в Малаге. Как я уже говорила, в Малаге в этом году первый раз украсили ботанический сад к Рождеству. И он невероятно красив. Моя камера, конечно, не передает, но вы поверьте мне на слово. Если обычно в зимнее время он пустует, то теперь он полон людьми каждый вечер. Причем вы еще можете успеть посетить его до 9 января, если кто приедет в Малагу. Это просто фантастически! Какая красота, эти водные линии с огнями! Билеты на эти рождественские огни, конечно, не дешевые. В будни стоят 12 евро, а в выходные 14 евро. Но это стоит того. Мне уже захотелось вернуться. Кстати, в следующем году обещают, тоже будут рождественские огни в этом саду. Светящиеся кувшинки и вот эта световая иллюзия мне безумно понравились. А на выходе из парка нас ждал сюрприз. Сделали световое шоу на фонтане и рассказали историю, как образовался этот сад. Я уже 4-ю зиму встречаю в Испании. Среди пальм вместо елок, море вместо снега, поэтому мне очень сложно почувствовать новогоднее настроение. Но если я прогуляюсь по ночной Малаге, по центру, то я сразу попадаю в сказку. И надеюсь, я смогла этим видео передать вам это ощущение сказки, красоты. А лучше, конечно же, приезжайте и почувствуйте это на месте, тут. Друзья, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, чтобы эту красоту могло увидеть как можно больше людей. И до встречи в следующем видео. Адьос, пока! I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only